Что, если бы на Земле никогда не было войн? Сюжеты многих книг и фантастических фильмов часто рассказывают о том, что в будущем люди отказались от войн и живут в мире друг с другом по определенным правилам. Но даже в этих произведениях чаще всего выясняется, что общество не такое уж справедливое, и главные герои начинают борьбу с этой несправедливостью. Причем почти всегда проблема решается военным путем. Но насколько возможно построение такого общества в реальности? И что было бы с нашей планетой и человечеством, если бы люди никогда друг с другом не воевали? Наш канал создан, чтобы доступным языком рассказывать о появлении и развитии жизни на Земле, а также о научных исследованиях и достижениях в этой области. Если вы хотите первыми узнавать о появлении новых роликов и делиться своим мнением в комментариях, то подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров». Для помощи в развитии и продвижении канала можно выразить свое отношение к нашей работе при помощи лайка. Война — это самое страшное явление в жизни людей, независимо от страны и времени, в котором они проживают. Но с самого начала своей истории человеческое общество решает большинство конфликтных ситуаций силой. Скорее всего, это началось, когда первые люди поняли, что получить какие-то преимущества или ресурсы можно за счет своих соседей. Но такое явление, как война, нельзя считать чисто человеческим изобретением. Любое животное будет сражаться с чужаками или хищниками за территорию, а также за свою жизнь и за жизнь своего потомства. Но только у приматов, к которым относятся и люди, это приобретает совсем иной размах. Известно, что периодически молодняк некоторых обезьян собирается в небольшие банды и совершает набеги на территории чужих стай. Они не стремятся изгнать соседей с территории или отнять какие-то ценные ресурсы. Эти набеги являются актом устрашения и выплеска агрессии вне своего общества. С давних времен мыслители и философы пытались дать определение явлению, которое называется война. Они хотели понять и объяснить, что побуждает нас к стремлению уничтожить людей, которые чем-то от нас отличаются. Одна из часто встречающихся причин начала войны – религиозные расхождения. Люди, верящие в одних богов, стремились доказать их превосходство над другими богами, богами соседей. Естественно, считалось, что победа достанется тем, кто верит в правильных богов или правильно выполняет все обряды. Большинство религиозных учений оправдывает убийство или порабощение иноверцев. Но, может быть, религиозная составляющая во все времена была только поводом для нападения на соседей. Некоторые философы и ученые объясняют все войны обычной борьбой за ресурсы, пищу, богатство, земли. Согласитесь, намного удобнее получать выгоду, прикрываясь Божьей волей или каким-то другим поводом. Например, Геродот считал, что у каждой войны может быть своя причина, и определять ее необходимо, исходя из конкретного исторического контекста, решений правителей и других факторов. Но многие считают, что причины всех войн следует искать в психологии и человеческой природе. Древнегреческий мыслитель Фукидид считал, что в людях изначально заложено стремление к хаосу и разрушению. Позже Зигмунд Фрейд объяснял, что для нормального существования людям необходимо направлять эту разрушительную энергию на какие-то внешние раздражители. Его последователи посчитали, что подавление нормальным обществом этих первобытных инстинктов вызывает массовый психоз, который выливается в развязывание войны. Особенно такое поведение свойственно мужчинам. Избежать войну можно только в том случае, если не допускать к власти политиков, одержимых таким психозом. К таким деятелям они относят Гитлера, Муссолини, Наполеона. Но ведь общество древних степных кочевников или скандинавов эпохи викингов никак не ограничивало выплески этой отрицательной энергии. Война для них была не только средством обогащения, она была привычной частью родоплеменного строя, в котором каждый мужчина был воином. Некоторые психологи считают такие проявления агрессивного поведения людей последствиями эволюции. Якобы такое поведение характерно для многих животных. Но наличие интеллекта и развитие технического прогресса позволило этой природной черте развиться до сегодняшнего уровня. Сторонники антропологической теории отрицают все доводы психологов. Они считают, что на эту склонность к агрессии в отношении других людей влияет не генетика, а культура.
Эти исследователи утверждают, что склонность людей к развязыванию войн вызвана религиозными, культурными и социальными факторами, которые сформировались в конкретном обществе в конкретных условиях. Также есть политическая теория возникновения военных конфликтов. Согласно этой теории, война — это продолжение политики силовыми методами. Ученые, которые придерживаются этого мнения, считают, каждое государство непроизвольно стремится к расширению своих границ. Ограничить это расширение могут только естественные природные границы – горы, моря, реки. Их противники заявляют, что война – исключительно социальное явление. Оно вызвано социальными условиями и структурой конфликтующих государств. Приверженцы этой теории даже разработали классификацию войн и пытаются прогнозировать возникновение военных конфликтов в будущем. Одной из самых интересных версий причин возникновения войн можно назвать информационную теорию. Она гласит, что все войны происходят из-за недостатка у одной или обеих сторон конфликта достаточного количества информации для его мирного разрешения. Соответственно, проигрывает в итоге та сторона, которая неадекватно оценила свои возможности и силы противника. Но, чтобы не служило источником возникновения явления войны, на последствия наступления мира без войн тоже есть два разных взгляда. Негативный вариант говорит нам, что мир не выдержал бы такое положение вещей. Перенаселение планеты случилось бы много веков назад, кругом царили бы голод, нищета и антисанитария. Но, скорее всего, человеческое общество, не способное на войны, пошло бы по другому историческому пути. И сейчас картина мира могла бы выглядеть примерно так. Люди, погибшие в войнах в разные эпохи, могли бы стать предками великих ученых, правителей, изобретателей или сами принесли бы пользу развитию человечества на своем месте. Это обеспечило бы иное развитие культуры, науки, технологии. Политическое устройство мира было бы совсем другим. Защита границ государств потеряла бы всякий смысл, а возможно, что и само понятие государства исчезло бы. Люди смогли бы более свободно перемещаться по миру. Усилились бы культурный обмен и социальное взаимодействие между разными национальностями и религиозными конфессиями. Людям не пришлось бы тратить большое количество ресурсов на содержание армий и предприятий оборонной промышленности. Можно было бы сосредоточить эти усилия на развитии других направлений. Люди, свободные от военной службы, могли бы принести пользу науке, образованию и другим мирным областям жизни. Возможно, развитие технологий было бы менее интенсивным, ведь большинство изобретений изначально имели чисто военную направленность. Но, с другой стороны, это могло бы положительно сказаться на экологии планеты и сохранении природы. А может быть, все разработки сразу бы находили применение в мирной жизни. Например, ракеты сразу бы задумывались в качестве космического транспорта, а не средства доставки ядерных зарядов. Многие современные города выглядели бы иначе. Не было бы необходимости строить крепости и замки, а также окружать поселения высокими стенами. Часть городов не была бы разрушена и сохранила бы свой исторический облик. Некоторые города даже располагались бы на совсем других местах. А такого чудовищного события, как ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, с ее последствиями в виде гибели людей и болезней нескольких поколений их потомков, просто бы не произошло. Сильно поменялось бы политическое устройство мира. В разные времена и в разных странах правили бы другие люди и политические партии, а возможно, люди давно пришли бы к единому земному правительству. Но, к сожалению, люди устроены именно так, что война является частью их природы. Мы можем только попытаться быть терпимее к людям с другим цветом кожи или исповедующим другую религию. Нашим правителям следует научиться решать спорные вопросы дипломатией, а не военной силой. Мы благодарим зрителей, досмотревших этот ролик до конца. Больше узнать об особенностях человеческого общества и о взаимоотношениях людей с природой можно из других материалов нашего канала.